Знаете ли вы, что в результате открытия в США золотых месторождений в стране появилась первая трансконтинентальная железная дорога и началось заселение западного побережья? Первый американский паровоз встал на рельсы в 1830 году. Почти 20 лет спустя к востоку от реки Миссисипи было проложено уже 9000 железнодорожных линий. При этом не было ни одной трансконтинентальной железной дороги, по которой можно было бы пересечь всю страну. Открытие месторождения золота в 1848 году в Калифорнии навело Конгресс США на мысль о создании железнодорожного сообщения между начавшим процветать Западом и остальной территорией страны. Конгресс принял закон о Тихоокеанской железной дороге, чтобы построить прямую железную дорогу от города Омаха в штате Небраска, который находится в центре США, до города Сакраменто в Калифорнии на западном побережье. Над этим грандиозным проектом совместно работали две железнодорожные компании. Одна начала строительство железной дороги на запад, в Небраске, а другая на восток, в Калифорнии. Перед обеими компаниями стояла сложная задача проложить железную дорожную линию через местность, изрезанную горами, пустынями, реками и долинами. Рабочие, чей рабочий день длился больше 15 часов, трудились неустанно в опасных условиях и при плохой погоде. Вдоль строящегося железнодорожного полотна вырастали временные городки, которые стали известнее как Дикий Запад из-за разгула там пьянства, азартных игр и насилия. Наконец, после того, как было продолжено почти 2740 километров железнодорожных путей, строительство дороги было завершено. 10 мая 1869 года губернатор Калифорнии Лилиан Стэнфорд забил золотой кастиль в том месте в городе Промонторий, в моем родном штате Юта, где сходились два железнодорожных пути. Впервые в истории Америки железная дорога соединила восток и запад страны. Трансконтинентальная железная дорога сыграла огромную роль в развитии Соединенных Штатов. Теперь всю страну можно было пересечь всего за несколько дней, а не месяцев. Можно было быстро переправить на восток с запада его богатые ресурсы, включая древесину и крупный рогатый скот. Вскоре по этой дороге стали перевозить не только товары, но и мигрантов. Поселенцы начали переезжать с востока на запад, чтобы купить землю и начать новую жизнь. Это привело к быстрому заселению западных территорий США и открыло новую эру в истории Америки.